Сегодня будет небольшой эксперимент. Нравится мне тема часов, и в этом направлении будем двигаться. Приветствую вас на канале Левша. Приобрел вот такие обыкновенные часы с кварцевым механизмом. Написано, что вроде японский механизм Мийота, водонепроницаемые, ну и все прочее. Конечно, за 1300 рублей ожидать сверхкачества не приходится, но вполне себе носибельно, и, как говорится, на каждого покупателя есть свой товар. Нам же они нужны для эксперимента, и в случае неудачи есть вот такие дополнительные доноры. Это тоже Мийота, и если хорошо приглядеться, видны хваленые металлические шестеренки. Как я уже говорил, это будет эксперимент, и пока непонятно, удачный или неудачный, но будем посмотреть. Пока изучал вопрос часов, для себя несколько интересных выявил моментов. Например, на этой крышке написано, что она из нержавеющей стали, а это значит, что остальной корпус совсем не из этого хорошего материала. Еще нашел для себя, как нужно вынимать заводную головку. Почему-то до этого думал, что ее нужно выкручивать. Конечно, если бы такие часы делали в каком-нибудь 18 веке, они бы тоже стоили целое состояние. В общем, идея такова. Конечно, часовой механизм, даже с имеющимся парком станков и знаниями, сделать пока нереально. Но почему бы не попробовать сделать околочасовой механизм? Для этой самоделки нам понадобятся также шарики, но по вашему совету добывать будем теперь уже их не из подшипников. Пригодятся же они нам в следующем видео. А пока идет процесс... Друзья, представляю полноразмерные, беспроводные, комфортные и долгоиграющие наушники CG Pods Pro с микрофоном от тюменского бренда Case Guru. У CG Pods Pro яркая разноцветная подсветка с возможностью отключения. И одно из самых главных качеств – это максимальная автономия. Целых 38 часов непрерывного воспроизведения. Очень удобно с самих наушников запускать воспроизведение, ставить на паузу, отвечать на звонки, а еще переключать треки и регулировать громкость. Для этого не придется даже доставать смартфон. Поэтому и не только в CG Pods Pro так удобно заниматься спортом. Бегать в парке, например, или даже кататься на велосипеде. Кстати, слушать музыку можно и без подключения к телефону. Звучат CG Pods Pro мега круто. Звук четкий, чистый, детальный. Басы мощные, напористые, плотные. При желании можно включать и отключать глубокий бас. Они очень удобно складываются вдвое для хранения в таком симпатичном мешочке. И да, их даже проводом можно подключать. Цена CG Pods Pro всего 2900 рублей. Промокод на скидку 200 рублей и ссылка в описании. В одном сетевом магазине нашего города приобрел вот такой небольшой лист нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Наверное, вы уже догадались, из него будем делать новый циферблат. Поскольку здесь ни напильником, ни чем-нибудь другим потом допилить не получится, все нужно точно просчитать в программе. Картинку этого футболиста я сам не рисовал, нашел ее в интернете. Просто добавим ей немного движения. Убедившись в том, что траектория проходит там, где надо, переводим ее в другую программу и дорисовываем некоторые детали. И, наконец, в третью программу для гравировки на лазерном станке. Казалось бы, ничего сложного, но на изучение ушло очень много времени. Прожигаем сначала два отверстия в круге, а после этого вырезаем сам круг. Экспериментальным путем подобрал столько проходов, чтобы он не вырезался полностью, а осталось примерно недорезанным 10% материала. Ну и начались долгие эксперименты со сплошной гравировкой циферблата. И все-таки остановился на матовом варианте. Остальную гравировку я разбил по слоям. Что-то будет менее контрастным, что-то более контрастным. В общем, экспериментируем. Вариант с краской тоже рассматриваю. Прочитал про холодные эмали, нужно будет на пробу заказать. Осталось нанести последнюю, самую контрастную гравировку. Это футболист и цифры.
Цифры будут не все и не в обычном порядке. Просто у меня был определенный план, и я его придерживался. Получилась вот такая деталюха. И, кстати, с обратной стороны видно, где лазер почти дорезал до конца. А это значит, что ее будет довольно легко вынуть. Но чтобы не погнуть, а здесь это критично, все же сделаем пропилы. И вот этот светлый участок внизу как раз был не до прожиг лазера. Далее вырезаем из другого материала остальную часть ноги. Кстати, она настолько крошечная, чтобы вырезать ее вручную, нужно работать с микроскопом. Охлаждение здесь естественное, только алюминиевая плита снизу, поэтому присутствует, конечно, шероховатость. Диаметр отверстия на уровне колена 0,5 мм, а сама нога чуть более 4,5 мм. Извлеклась она довольно легко. Далее самое сложное — это добавить ей ось вращения. Таким же сверлом диаметром 0,5 мм уберем окалину по краю отверстия. И на время экспериментов это же сверло будет для нее осью вращения. Кстати, обезжиривание в таких миниатюрных размерах оказалось нелегкой процедурой. В этот раз тоже будем использовать клей для подшипников, и его нужно совсем маленькую капельку. Ну и вправляем ему сустав, и вот уже почти настоящий футболист. Получилось довольно интересно, но до конца задумки еще очень далеко, и, кстати, не факт, что получится все, что запланировано. Если вы уже догадались, можете написать в комментариях, для чего нужны эти дуги под цифрами. Посмотрим, угадали вы или нет. Этот циферблат нужно будет переделать еще раз, потому что не учел посадочное место под него, и теперь нога футболиста упирается вниз. Родные стрелки оказались довольно длинными и не совсем вписываются в ту задумку, которую я планировал, поэтому приобрел еще один комплект уже поменьше. В общем, начало положено, а будет ли удачным финал, посмотрим. Часто вы меня спрашиваете, где я беру расходный материал для своих поделок. Кое-что я покупаю, но и попадаются вот такие приятные сюрпризы. Это мы с отцом заехали на металлобазу, и, к нашему удивлению, там очень много оказалось офисной техники. Не знаю, сколько десятков там было этих аппаратов, но очень много, и, к сожалению, все они были разбиты, а в свое время стоили очень много денег. В общем, я забрал то, что было интересно мне, даже попался вот такой интересный объектив от какой-то лазерной техники. Много всяких валов, шкивов, двигателей, ременных приводов и так далее. Было там также несколько энкодеров, которые определяют положение вала, но почти все они были побиты, удалось найти целыми только пару штук. И за все это мы заплатили целых 100 рублей. А эксперименты с часами будем продолжать дальше. Пока-пока.